Всем привет, меня зовут Анастасия, и сейчас мы с вами идем в фабричный кашемировый магазин «Гайол». А все почему? Потому что сейчас в разгаре зимняя итальянская олимпиада, и форма Монголии привлекла внимание всего мира. Возможно, кто-то уже видел эти образы, а если нет, то самое время познакомиться с ними вместе со мной. Этот магазин вырос из семейного производства с 2005 года до 250 сотрудников и выпуском свыше 300 тысяч изделий. Именно здесь я ни разу не была. Сейчас я иду первый раз вместе с вами. Эта коллекция не просто современная спортивная одежда. Ее главной идеей– показать миру национальную идентичность Монголии и богатое культурное наследие страны. Дизайн вдохновлен одеждой времен Великой Монгольской империи, одного из самых мощных периодов в истории государства. В форме сохранены важные традиционные элементы. Высокий воротник защищает от ветра и холода, удобный крой дает свободу движения, а запах спереди символизирует тепло и единство. Главный элемент коллекции– церемониальный монгольский дейл. Он выполнен из премиального монгольского кашемира с шелковой отделкой и украшен традиционными узорами, что придает образу особую торжественность и элегантность. Смотрим цену. 789 тысяч. Это мужской. Помимо церемониальной одежды, в коллекции есть и более повседневные кашемировые комплекты. Они вдохновлены альпийскими лыжными свитерами и западной горной культурой, но дополнены мотивами монгольской юрты и кочевой жизни. Через этот дизайн Монголия показывает всему миру силу духа, мудрость и стойкость народа, который на протяжении тысячелетий выдерживал суровые зимы Центральной Азии. Шарф. 368 тысяч. У нас Китай на связи в прямом эфире. Она уже продает, если видите девушку. Она продает в прямом эфире вещи. Интересно, я смогу когда-нибудь также прямые эфиры вести и продавать онлайн вещи? Вот мне не нравится, что надо ценники искать. Прям вот так вот не написано цены. Даже для собаки есть. Хотите? Сколько стоит кофточка на собаку? 178 тысяч. Даже и про наших братьев меньших не забыли. 定做的价格也是一样的，不会给你们多加钱的啊。同样的价格，像我们家这个，是一个就是都是手工的啊，这两件都是那铁绣款的，这两件都是走绣款的，然后都是手工制作的。就说像这些的话都是不会掉的，质量是有所保证的，回头我们才能成为那个高会所指定。Он так быстро говорит. Я, в принципе, тоже могу так быстро разговаривать, если захочу. 就说喜欢，我们一定要试一下我们家的蘸油。4号链接就是我们家的这个长裙啊，它也是手工定做的啊，手工制作的。你今天下单要报告的，它两边是分布的，就是 Кашемировый шар. 它包臀裙是护我的， Стоит 67. 它很长的，它是 67 800. 然后它是完全不会冷的，你冬天穿是绝对不会冷的，它是普通羊毛保暖这种发货。 А вот на пальто я не вижу цены. 加厚款 А, вот, нет. Опять же, это не шарф. А, вот пальто. 手工制作的100%是穿上面的啊。高端的是1号链接吗？我看一下。 1 398 000. Но это не пальто, это такой теплый кардиган, наверное. Что-то, наверное, больше к этому.
是冬奥会的运动员同款的啊，所以说这个卖的特别的快的，也是一个加厚的一个款的男装，它是要加厚很多的，所以说这个价格特别值啊。你普通买一件这样的，我们家的品牌的也已经挺贵的了。现在冬奥会版本用的是最好的羊绒，最顶层的羊绒，保证10年不会变形不会起的。所以说冬奥会指定同款啊。还是我们家的，而且我们现在有溯源检测证明的。你认准我们官方只凭这个卡， Свитер очень симпатичный. 只有我们卡片 Здесь кардиганы, жилетки, 我这件修美国 детское пальто, жилетки. Даже рубашка есть, ну-ка. $658 000. Сорочка. Теплая. Сколько жилетка стоит? Жилетка стоит 398 000. Кстати, здесь большие размеры есть, Эль. Это мужской. 发给你啊。 Больше на мужской похоже. 这一款现在下的话是有号的啊，罗马是应该是能到的。我们周3的话，国际顺丰就停运了啊，因为只能走空运，空运的话运费要一件要多加100块钱的。就是现在收单的话，就可以定下单的人都不能到了。这个前一天卖掉货的都没有啊，我手上一件都拿不到，今天给大家货的我手上才有的。 然后想要知道尺码什么的，都是可以去问的，都是。69 900. Юбка. Юбка 478 000. Больше 10. Гамаши. 569 000. Широкие. Даже есть кашемировые костюмы, пиджаки и вон брюки. Девушка пошла переодеваться, пошла сейчас другой свитер наденет. 1 468 000 и пойдет в эфир. А брюки сколько стоят? А брюки стоят 648 000. Кстати, L, большой размер. А, другая пошла на эфир. Та пошла переодеваться, а на эфир другая девушка пошла. $498 000. Ой, это как называется? Как манишка, да, большая? Не знаю, как называется? $659 000. Скажу цены, что здесь такие прям не дешевые. Вот иногда мне, честно говоря, не нравится. Вот видите, да? И оно уже чуть-чуть закатано. Я вот немножко не понимаю, почему так. Оно же висит. Покажу вам эфир девушки. Форма вдохновлена эпохой Великой Монгольской империи. Традиции прошлого здесь гармонично соединили с современным стилем. Здесь каждая линия имеет смысл. Крой продуман так, чтобы одежда не сковывала движение даже во время верховой езды. Мягкие края защищают от ветра и холода, длинные перекрывающиеся рукава сохраняют тепло, а плотные манжеты подчеркивают комфорт и статус. Образ завершает высокий головной убор, отсылка к культуре древних кочевников и их образу жизни, где сила, выносливость и традиции были единым целым. А вот эти козочки кашемировые.
Монголия производит около 40% мировой шерсти и славится ее высоким качеством. Здесь натуральная шерсть сочетается с шелком и традиционными узорами, объединяя культурное наследие и современный стиль. Есть все тоже шапки, шарфы, варежки. Обязательно, конечно, надо сходить в такой магазин. Есть подарочные сертификаты, смотрю. На 100 тысяч, на миллион. Там мужской надел. Жилетка 228 тысяч. Кардиганы. Вот я себе платье искала. Оказывается, здесь куча их. Ой, 498 тысяч. Очень плохо видно. Цены вообще нет. Такой магазин небольшой, но приятный. Обязательно сходите, посмотрите. Я потом по карте посмотрю. Гайол должен быть в универмаге отдел. Либо в центральном универмаге, либо в Улан-Баторском универмаге. Сколько такой свитер стоит? 498 тысяч L. Мягенький такой. Вот девушка пошла, пошла джемпер взяла и пошла продавать. Молодец. Шапка. 89 тысяч. Китай это вообще очень развито. Они просто все так сейчас продают. Если в Китай приехать, в каждом магазине вот такие девушки, они продают магазин. Все-таки сейчас онлайн больше индустрия, чем офлайн. Акция 4 пары покупаешь, 5 в подарок. Балаклава мужская. Да, посмотри, сколько одеял стоит. Есть цена? Почему тут цену вот иногда вот не найдешь? Продавца спрашивает. Одеяло. Может, быстро? Я вам не буду мешать. Одеяло 248 тысяч. О, как красиво, да, упаковано. Детский свитер. Детский свитер стоит 238 тысяч. Какой интересный, с совой. Такие шапки интересные, яркие такие. Цветки приятные.
А, вот, смотрите. Что это? Это кто, наверное, покупал? Или нет? Это и коллекция для кошки шар. Да, звезды. Звезды. Даже сумка есть. Сумка стоит 198 тысяч. Балаклавы. Балаклава 178 тысяч. Носки 88 тысяч. Вот так вот в этих магазинах стоит. Шерсть можно вот так потрогать. Очень приятно. Не представляете, как. Руку так опускаешь. Это называется антистресс. Теперь еще одна отличная идея для подарка. Если вы вдруг приезжаете из Монголии, можно подарить своему близкому человеку шапку. Кашемировая шапка монгольской сборной будет стоить 98 тысяч. Есть в темном цвете. Вот такой ты хотел? А какой? Синий. А где синяя? А, Так она белая. бело-синий. Вот у меня уже муж выпрашивает. Так это белая, просто с синим рисунком. Бело-синий рисунок. Так-то можно быть. Это, да, в Евсеге такой же практически покупали. Вот. А здесь 400, да, 428 тысяч. Ну, я всегда говорю, надо самим приходить, смотреть, ходить в несколько магазинов, если нравится вещь, покупать. Жень, смотри, какие козочки. Видел? Смотри, где. А, вот это смотри. Кости. Неси свои кости. Играем. Ну вот я вам и провела небольшую экскурсию по магазину Гайол. Это большой крупный магазин. Потом, если вы вдруг приехали, конечно, туристом, да, я понимаю, что все магазины не обойдешь, но хотя бы вы какое-то имеете представление о магазинах кашемировых. В принципе, цены я показываю, цены перевожу в рубли, в доллары. Ну, можно понимать вообще, ну так, немного можно понимать, какой ценовой ряд в каждом магазине. Но, как я всегда говорю, надо ходить самим, все смотреть, все мерить, и каждый найдет что-то для себя. Если вы приехали в фабричный магазин Ивсик или еще какая локация, дворец, музей Багдадхена в Улан-Баторе, это историческая зимняя резиденция последнего правителя Монголии, то стоит, конечно же, посетить Гойол. Она буквально вот в пару кварталах будет недалеко от фабричного Ивсига и от зимней резиденции правителя Богдахана.